Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан очень потрясен, когда узнает, что его мать умерла. Несмотря на то, что Сабиха протестует своей даме, что она ему не верит, и говорит, что что-то не так, и я бы это почувствовал, если бы что-то случилось с моей матерью, Сабиха говорит, к сожалению, и обнимает Дилана и ведет его внутрь. Беран очень злится на Дилана и говорит: «Я не доверяю Сабихе, почему ты делаешь это каждый раз?» Когда он видит, как Хасан Баран выходит из особняка, он задается вопросом, что что-то происходит, но почему? Заставив Дилана сесть внутри, госпожа Сабиха хотела бы сказать что-нибудь и обнять тебя. Когда он спрашивает Дилана, лучше ли ему сейчас, Дилан отвечает: «Нет, мне нет, по крайней мере, скажи мне, когда он умер, чтобы я мог помолиться». Когда Сабиха Ханем сообщает ей, что ее могила находится за границей, Дилан плачет, потому что мечтал обнять свою мать и вдохнуть ее запах, но это не сработало. Затем он плачет и рассказывает Сабихе Ханем о том, что планирует делать со своей матерью. Рассказывая матери о своем любопытстве, он говорит, что больше не сможет этому научиться. Когда госпожа Сабиха плачет и Дилан спрашивает, почему ты плачешь, она держит ее за руки, говоря, что мать, потерявшая ребенка, лучше всего знает отсутствие. Гуль оставляет кофе Ферата и говорит: «Я тебе не верю, ты тоже сделал это со мной». Ферат умоляет и говорит, что причина встречи с Дерией – деловой вопрос, просто знайте это. Дилан спрашивает Гэжу Сабиху: «Как вы выдержали такую сильную боль?» «Госпожа Сабиха, вы суровы ко всему и всем, но беспомощная мать внутри вас никогда не уходит». Когда госпожа Сабиха говорит, что именно так она пережила ваше отсутствие как матери, Дилан говорит: «Пожалуйста, расскажите мне немного об этом, я этого не увидел». Госпожа Сабиха начинает объяснять, и когда она говорит, что хотя они продолжали оплакивать тебя и говорить, что она умерла, она не прекратила поиски, Дилан спрашивает: «Правда?» Госпожа Сабиха спрашивает Дилана: «Мы очень похожи друг на друга. Можем ли мы быть лекарством друг для друга, как мать и дочь, облегчать нашу боль?» Дилан говорит: «Как бы мы ни были добры друг к другу, ничто не может заставить нас забыть правду. Если хочешь мне помочь, расскажи мне о моей матери». Госпожа Сабиха рассказывает Дилану все, что он спрашивает о его матери. Когда Дилан спрашивает, может ли он поговорить обо мне, он отвечает, что раньше говорил, всегда мечтал, что вы встретитесь. Когда я спрашиваю, есть ли фотография Дилана, приходит Беран и говорит, что, к сожалению, их совместной фотографии нет. Пока Баран сурово смотрит на Сабиху, Дилан подходит к Барану, кладет голову ему на грудь и говорит: «Моя мать умерла». Пока Сабиха Хани смотрит со слезами на глазах, Баран обнимает Дилана, чтобы поддержать его. Гуль находит в гостиной букет цветов и думает, что Баран купил их для Дилана, смотрит на записку и понимает, что Ферат купил их для нее. Ферат, который извиняется в записке, следует за ней сзади, и когда она подходит к нему и спрашивает: «Ты меня прощаешь?», он говорит: «Это не так просто, ты солгал мне», и оставляет цветы на руках. В этот момент приходит Джихан, и когда Ферат говорит, что тебе следует отмахнуться от этого, между ними возникает небольшой спор, и Джихан говорит, что, по крайней мере, ты должен был сказать мне, что купил акции, но я на твоей стороне, я не могу измениться. Что ты сделал не так в этом вопросе? Когда Ферат признает свою ошибку, они мирятся с Джиханом. Когда Дилан снова говорит, что моя мать умерла, Беран говорит: «Хорошо, я с тобой». После того, как Дилан говорит, что вы моя единственная семья, у меня не осталось никого, кроме вас, Беран злится и спрашивает: «Почему вы мне не сказали, если знали?» Госпожа Сабиха говорит: «Я хотела убедиться, я исследовала и узнала после того, как вы ушли». Когда Баран обнимает Дилана и уходит домой, Сабиха плачет позади них. Затем, когда к нему приходит Хейвен, он рассказывает, что произошло, и плачет. Хейвен пытается утешить его, что однажды все пройдет. Джеффдет рад найти магазин и начать работать, и он делится своей радостью с Харуном.
Пока Баран и Дилан грустно входят в сад особняка, Кудрет прощается и приходит к ним. Когда он спрашивает, что случилось, сынок, Берон отвечает: «Я отведу Дилана в его комнату и приеду». Когда Берон приводит Дилана в комнату, он спрашивает: «Чего ты от меня хочешь?» Дилан говорит: «Можешь ли ты вернуть мою маму?» «Ты не можешь, выбора сейчас нет». После того, как Берон говорит: «Делай, что хочешь, плачь, молись, но не держи это в себе», он укладывает тебя на кровать и говорит: «Попробуй немного поспать, закрой глаза, я всегда буду с тобой», и выходит из комнаты. Ферат снова загоняет Гуль в угол и угрожает ей, что «если ты меня не простишь, я пойду и скажу твоей матери, что мы поженимся». Баран рассказывает Гану Кудрету о том, что произошло, но также говорит, что он очень зол. Затем, когда я говорю: «Я уверен, что эта женщина что-то скрывает», а господин Кудрет спрашивает: «Почему вы так думаете?» Баран злится, потому что он знает каждую деталь об этой женщине, так почему же он не сказал ей, когда мы впервые пошли туда? Он говорит, что, возможно, если мы получим доступ к исследованиям Барана Керема о Сабихе, мы сможем узнать все. Когда он говорит, что расследует все, что рассказала ему Сабиха, господин Кудрет говорит, что однажды вы обязательно будете вознаграждены за свои усилия. Когда Берон приходит в комнату, он замечает, что Дилан не спит, и садится рядом с ней. Обнимая Дилана и пытаясь подбодрить его, она тоже не может не плакать. Берон кормит Дилана едой руками. Когда Дилан предлагает приготовить что-нибудь для Барана, Баран счастлив, и они идут на кухню, чтобы вместе что-нибудь приготовить. Баран достает готовую еду из холодильника, но когда Дилан спрашивает, стоит ли нам приготовить острый минимен, Баран соглашается и кладет еду обратно в холодильник. Они вместе начинают готовиться. Делая минимен, они смотрят друг на друга и говорят любящие мысли. Дилан не может заснуть, он встает, садится на кровать и вспоминает момент, когда Сабиха сказала, что его мать умерла. Сабиха Ханем тоже не спала и говорит Хавину, что она близка к Джавахиру и нанесет ему удар в спину. Дилан пытается выздороветь, говоря, что она должна быть сильной ради Берана. Дилан добавляет единственную ее фотографию с матерью в альбом, подаренный Бараном. Берон наблюдает за ним издалека и подходит к нему, и Дилан говорит ему, что «я всегда буду хранить боль своей семьи в своем сердце». Он говорит, что сохранит наши лучшие воспоминания в этом альбоме. Когда я говорю, что больше не хочу расстраивать свою настоящую семью в этой жизни, Берон говорит «все, что хочешь». После мольб Гуль-Ферат она не может сопротивляться, и они помирились. Дилан заходит на кухню, готовится и говорит, что сегодня хороший день, все будет хорошо. Затем к нему приходит господин Кудрет, выражает соболезнования и поддерживает его, говоря, что мы семья. Он слушает часть разговора между Гэжой Азади и Хасаном из-за кухонной двери. Пока господин Кудрет и Баран разговаривают в беседке, Хасан слышит, как господин Кудрет говорит: «Мы не заставим его чувствовать, что его усыновили». И Хасан узнает, что Дилан – дочь Хикмета и Эсры. Тогда родственники скажут, что они обманули нас и совершили вендетту, хотя они не были их собственными дочерьми, а затем скажут: «Я знаю, что сделаю это». Когда Севрия беспокоится о детях, госпожа Ханифе говорит: «Я вырастила 3 из них, мы будем воспитывать их вместе». Когда Цеврия говорит: «Надеюсь, у них будет девочка», Ханифе спрашивает: «Почему?». Цеврия говорит, что если они девушки, то в кровной месте девушек они не тронут. Дилан готовит замечательный стол и всем подает все. Пока Джихан говорит, что мы давно всей семьей не фотографировались и хотим это сделать, Хасан не смотрит, а дядя Джихан говорит: «Почему бы тебе не посмотреть?». Тем временем Хасан говорит Дилану: «Разве это не ирония судьбы, что ты на этой фотографии невеста?». Дилану становится плохо, и Берон держит его за руку. После Хасана все удивленно смотрят на его рот, пока он говорит: «Никто не говорит, что нас обманули». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.